Представьте себе, пытаетесь сделать перевод, а в ответ сообщение от банка, которое тут же вызывает тревогу. Ситуация, думаю, многим знакомая и всегда, конечно, неприятная. Сегодня мы как раз разберемся, что на самом деле стоит за такими блокировками и, главное, как защитить свои права. И вот оно, то самое сообщение. Звучит вроде бы серьезно, но формулировка-то какая расплывчатая. Сразу начинается паника. Что еще за аномальная активность? Кто-то взломал счет? Что теперь делать? Банк говорит, что это для нашей же безопасности, но по факту оставляет нас в полной неизвестности. Но вот что это сообщение означает на самом деле. А это, знаете ли, только верхушка айсберга. Очень часто настоящая причина блокировки совершенно другая, и банк ее, скажем так, намеренно не афиширует. В этом разборе мы пройдем весь путь, от первого шока до конкретного плана действий. Давайте выясним, что происходит, почему банк поступает именно так, и самое главное, что со всем этим можно сделать. Итак, поехали. Первый момент. Вот это самое уведомление, оно специально составлено так, чтобы сбить с толку. Ссылка на безопасность — это очень удобное прикрытие. На самом деле это сообщение запускает для владельца счета довольно сложный и долгий процесс выяснения отношений с банком. Ключ ко всей этой ситуации лежит в двух совершенно разных законах, по которым банк вообще может ограничить доступ к счету. У них разные цели, разные последствия, и вот их-то путать никак нельзя. А вот здесь и кроется самая суть. Посмотрите, слева у нас 161 ФЗ. Его цель — защита от мошенников. Например, если есть подозрение, что карту украли. Это быстрая мера, которая решается буквально за пару дней. А справа 115 ФЗ. Это закон о противодействии отмыванию доходов. И это, друзья, уже серьезное расследование, которое может тянуться месяцами и потребовать целую гору документов. Разница в сроках и последствиях просто колоссальна. Чтобы было проще запомнить, давайте используем аналогию. 161 ФЗ — это такой охранник. Он видит что-то подозрительное и на всякий случай просто останавливает операцию. Чтобы убедиться, что все в порядке. А вот 115 ФЗ — это уже детектив. Он не просто останавливает, он начинает копать, собирать улики и, по сути, подозревает в серьезном правонарушении. И вот тут и начинается тот самый обманный маневр. Очень часто банки намеренно смешивают эти два понятия. Они запускают серьезное расследование по линии детектива, но маскируют его под обычную проверку безопасности от охранника. Вот как это выглядит на практике. Смотрите, какой разрыв между тем, что банк говорит, и тем, что он делает. Сначала его внутренняя система помечает операцию как подозрительную с точки зрения отмывания денег. Но вместо того, чтобы честно об этом сказать, банк присылает сообщение про аномальную активность, как будто защищает от взлома. А потом требует предоставить договоры, справки, пояснения, в общем, все то, что нужно детективу, а никак не охраннику. Зачем банкам это нужно? Мотивы довольно простые. Во-первых, прямое обвинение в отмывании денег может привести к судебным искам. Во-вторых, часто у банка и нет стопроцентных доказательств, а есть лишь косвенные признаки, так называемый профиль риска. И в-третьих, просто отключить онлайн-банк технически гораздо проще, и выглядит это не так жестко, как полный отказ в обслуживании. И вот в этом-то и заключается главная проблема. Эта растерянность создается намеренно. Когда человек думает, что дело в какой-то простой проверке безопасности, он просто не может выстроить правильную линию защиты. Ту самую, которая нужна при серьезном расследовании по 115 ФЗ. Хорошо, с проблемой разобрались. Так как же себя защитить? На самом деле, понимание этой уловки и дает ключ к решению. Если банк играет не по правилам, его можно и нужно заставить следовать процедуре. И здесь нам на помощь приходит судебная практика. Верховный суд четко сказал, да, банк имеет право вводить ограничения при подозрении в отмывании денег. Но суд также подчеркнул, что любое такое ограничение должно быть обоснованным и задокументированным. Простого подозрения тут недостаточно. Именно в процедурных ошибках и кроется слабость позиции банка. На что можно смотреть? Не уведомил письменно, не указал сроки, запретил снимать деньги, но разрешил их вносить? Это же нелогично. Требует договор с каким-то анонимным покупателем из интернета? Все это нарушения, которые можно и нужно использовать для своей защиты. Поэтому, как только возникла проблема, нужно немедленно начинать собирать доказательства, сохранять абсолютно все — скриншоты, сообщения, письма. Запрашивать у банка письменные ответы на все свои вопросы. Эта документальная база, она станет фундаментом для всех дальнейших действий. А теперь, когда мы во всем разобрались, давайте соберем это в один четкий и понятный план. Это конкретные шаги, которые помогут вернуть контроль над ситуацией. Итак, что делаем?
Шаг 1. Уточняем причину. Нужно направить официальный письменный запрос в банк, назовите, пожалуйста, точную статью закона. Шаг 2. Собираем доказательства. Это вся наша переписка и документы. Шаг 3. Направляем претензию. Это такое официальное досудебное требование. И, наконец, если банк продолжает все игнорировать, последний шаг – это обращение в суд, но уже с сильной документированной позицией. И в завершение мысль, которая, по-моему, подводит итог всему сказанному. Даже если у банка есть какие-то подозрения, он обязан действовать строго по процедуре. И главное оружие клиента в этой ситуации — заставить банк отчитаться за каждый свой шаг и доказать, что он не нарушил собственные же правила. Именно в этом и кроется ключ к разрешению конфликта.